Здравствуйте, товарищи! Приветствуем вас на очередном радиомитинге на Авроре. Я Федор Бирюков, и в студии у нас мой брат Федор, Георгий Федоров. Да, здравствуйте, товарищи. Лидер движения «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала «Федоров здорового человека», член КПРФ. Подписывайтесь на телеграм-канал Георгия Федорова, на наши ресурсы. Обязательно подпишитесь, если еще этого не сделали, на телеграм-канал «Радио Аврора». Это как раз мандат на участие в радиомитинге. Вы можете задавать вопросы и, в общем-то, выстраивать прямую связь с нами, с нашей редакцией, с нашими идеями. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Диспетчер», там много всего интересного. Ну и, конечно, мы сразу благодарим всех наших подписчиков, зрителей и слушателей, что прислали нам вопросы. Те, кто лично, персонально участвует в нашем радиомитинге. Для нас это всегда ценно, важно. И, в общем, большая честь, что мы объединяем лучших, самых смелых, умных и решительных граждан. Ну что же, не будем откладывать дело в долгий ящик. Начнем. Первый, как это повелось с незапамятных времен, вопрос от Сергея. Тройка вопросов от Сергея. Первый. По поводу задержания в Израиле нашего товарища, выступавшего ранее и на Авроре, российско-израильского историка Артема Кирпиченко. Про это сообщалось в некоторых СМИ. Вам что-нибудь известно о происшедшем? Знаете, неизвестно, если честно. Я прошу прощения, может, я что-то упустил. Но Израиль, он в этом отношении жесткое государство, он будет задерживать всех, кого в чем-то заподозрит. То есть они такие очень радикальные. Поэтому не знаю, узнаю, обязательно скажу. Если честно, извините, не знаю. Так, во-первых, попрошу тебя погромче говорить. Да, буду громче. Митинг же у нас. Вот. Я в курсе, значит, этого инцидента, эксцесса, действительно, по сообщениям и его товарищей, и вот Дарьи Митиной той же, и Олега Исинского, который писал об этом, он задержан силовиками израильскими какой-то и помещен на какой-то там спецслужбы, назывался, я не помню название, помещен якобы по информации в застенки режима. Вот возможно, он выступал с пропалестинской позиции, поэтому, может быть. Он вообще настолько такой вот, действительно, в хорошем смысле нонконформист, человек истинно левых взглядов, он защищал вообще любые интересы простых людей, которые отрицаются многими системами, и там и вот как бы вот это в израильской ситуации там же вообще все перекручено. Поэтому да, пока я не видел иной информации, какой-то позитивной, пока, насколько мы можем понимать, он находится в застенках израильского режима, ну и мы, пользуясь случаем, шлем Артему Кирпиченку лучшей удачи, вот, и, значит, стойкости. Абсолютно. Второй вопрос про 100-летие со дня рождения Фиделя Кастро Рус, 13 августа, и возможные провокации со стороны США в связи с этим. Как думаете, планируют ли американцы совершить что-то против Кубы в ближайшее время? Они планируют постоянно совершить что-то против Кубы в течение всех тех лет, десятков лет, когда, так скажем, Фидель Кастро пришел к власти. Соответственно, ничего хорошего от них не ждать. Я думаю, что да, они каким-то образом постараются это дело использовать в своих информационных моментах. Какую-то провокацию или пакость от них ждать обязательно придется. Третий вопрос по поводу недавних обвинений бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи со стороны Комитета по внутренней безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США. Этот комитет рекомендовал привлечь к ответственности Фаучи за его отказ отвечать на вопросы законодателей по существу во время слушаний о пандемии коронавируса. Слушания проходили 29 июля, и он более сотни раз ссылался в ответах на 5-ю поправку к Конституции США, позволявшую ему не свидетельствовать против самого себя. Как думаете, смогут ли власти США разобраться в схемах проводившегося коронабесия, или им выгоднее просто назначить кого-нибудь крайним? Чтобы все понимали, я думаю, что все это понимают прекрасно, что в Соединенных Штатах Америки всегда за любым политическим решением или какой-то большой кампанией стоит какая-то политическая сила. В данном случае коронавирус, он
ложится во многом ответственность на Байдена, на вот этих всех демократов, и, соответственно, внутри вот этой политического истеблишмента продолжается политическая борьба. Соответственно, это фактически те люди, которые сейчас в Конгрессе, это трамписты, так или иначе, которые хотят через вот это судебное решение вывести на чистую воду как раз именно, грубо говоря, демократическое лобби. И доказать, что фактически либо там сделано было не все так, как надо, а еще, скорее всего, за этим стояли какие-то фармацевтические или какие-то глобальные структуры. Поэтому в данном случае одна сторона выбрала сопротивление и не за себя не свидетельствование против себя, а вторая пытается вот это все разместить и разметать таким образом, чтобы, как бы сказать, решить свои политические задачи. Все многое зависит от того, как будет дальше продолжаться политическая борьба. Но в ближайшее время, я думаю, что может быть по двум вариантам. Первый вариант, это, конечно же, могут назначить какого-то виновного, но, с другой стороны, какие-то вещи, связанные с конспирологией и с какими-то темными интересами каких-то структур вокруг этого коронавирусной инфекции, мы узнаем 100%. А допускаешь ли ты повторение сценария пандемии в мировом масштабе? Да, допускаю, к сожалению, допускаю, потому что, в принципе, так скажем, как показывает практика, когда происходят такие всемирные... Это то же самое, что допускаешь ли ты войны мировой, Георгий? Я скажу, я допускаю, потому что обычно за такими большими проблемами, войнами, инфекциями может стоять всякие интересанты, которые зарабатывают на этом и которые извлекают прибыль от этого и выгоду. И, соответственно, я думаю, что если уже один раз такая история прошла, то, учитывая наш глобальный мир, учитывая, так скажем, те технологии, которые сейчас владеет человечество, повторение возможно. И я, к сожалению, могу сказать, что что-то подобное наверняка в какой-то момент, может, даже в какой-то более гипертрофированной форме мы увидим обязательно. Может быть, в более изощренной да, форме? Да, более изощренной, более такой вряд ли это даже будет повторено буквально. Вот. Не будем подобляться генералам, готовящимся всегда к прошлым войнам. Естественно, но тем не менее, все равно вот эта пандемия, она была, наверное, глобальная, такая, наверное, в первый раз в жизни. Даже СПИД был не такой глобальный в определенный момент. А вот эта пандемия коронавируса, она просто вот именно окутала весь мир глобально и одномоментно фактически. И, соответственно, погрузила весь мир вот в этот ад, да. И, соответственно, это первый раз, наверное, в жизни, первый раз в истории человечества, когда именно не какой-то там континент, не какая-то там держава или какой-то город или какая-то территория была охвачена таким вот явлением. Тут именно первый раз было все в мировом масштабе, именно в мировом. Потому что, например, тот же самый СПИД, он распространялся чуть-чуть по-другому. Те же самые какие-то там вирусы Эбола и так далее, которые там на территории, они были локальные. Глобального такого не было пандемии. Ну, уровень глобализации был иным. Да. Поэтому я думаю, к сожалению, мы увидим что-то подобное. Вот капиталистическая глобализация, она как раз раскрылась в своем самом негативном аспекте в это время, потому что показала слабость человеческих социумов, обществ, государств, которые не способны справиться с такой глобальной угрозой, потому что она действительно использует те самые инфраструктурные, технические и социальные возможности, которые, казалось бы, благо глобализации предоставляет. А оказалось, что это в том числе и ящик Пандоры, который, значит, несет угрозу абсолютно всем. Сделаны выводы или нет сильного мира сего? А вот это неизвестно, наверное. Могу сказать так, что тоже кто бы подумал, что, например, после вот этого вот ужасов Первой мировой войны, что очень скоро произойдет ужасы Второй мировой войны, которые будут на порядок ужаснее, чем даже первые. Многие об этом говорили прямо после Первой мировой войны. Ведь тогда появилось вот это поколение ветеранов-фашистов во многих странах, во всей Европе, которые воспевали войну, которые считали, особенно в странах, значит, потерпевших поражение, да, они требовали реванша. И, допустим,
коммунистическое движение прямо говорило, что вот эти люди готовят новую бойню. А им никто не верил. Буржуазная демократия говорили, да вы что, ну какие, мы теперь это самое, мы такое увидели там. Ни в коем случае. Они, да это милые люди в цилиндрах и бабочках, смотрите, мы с ними подписываем контракты, договора, ездим с ними на одних машинах, они делают хорошие машины. Да вот, это вы, коммунисты, да, злые. Да, давайте, вас надо расстрелять, посадить. Вот. И Советский Союз, значит, западные демократии не признавали, гнобили, боролись с ним руками тех же коричневых воспевателей войны. А потом оказалось, что вот это вот их ручные гоблины, они повернулись и против них. И тогда пришлось союзничать с Советским Союзом. И, кстати, Эрнест Хемингуэй, который был убежденным антифашистом, который, значит, участвовал как журналист и доброволец в испанской гражданской войне на стороне республиканцев. Он же прямо об этом писал. Вот, он как говорил о том, что западные демократии абсолютно слепо заигрывают с новым зверем, не понимая, или цинично понимая, и пытаясь как раз нарождающееся, набирающее скорость мировое коммунистическое движение таким образом осадить и уничтожить. И он был прав. И потом он писал уже в годы Второй мировой войны, что каждый человек, который любит свободу, обязан быть благодарным Красной Армии, которая эту свободу защищает. Вот. Да и у нас, смотри, и ты, как человек, который ведет свою борьбу с 90-х годов, проговаривали много раз те вещи, которые случились реально, а никто не верил. Ну, даже если вспомнить, например, наши высказывания, что когда наши политические оппоненты начинали блеять, что смотрите, какая у нас мирная там СНГ произошло, ну, Союз независимых государств, СССР так мирно распался, что никакой, как бы сказать, войны, и все, посмотрите, как все происходит цивилизованный развод и так далее. Вот посмотрите на поля Украины. Вот это вот и есть прямой распад Советского Союза. Вот если бы это то же самое, посмотреть на Югославию, которая, так скажем, утонула в крови, и ее до сих пор нету, и она разрушена, потому что это прямой развал Югославии. То же самое и Советский Союз. То, что сейчас происходило и будет происходить в межнациональных, межреспубликанских вот этих вот взаимоотношениях, и в том числе, к сожалению, войны, это все прямой распад Советского Союза. Причины это в этом. Да, поэтому всегда есть люди, которые говорят правду в сети, не в сети, но проблема в том, что их не хотят или не могут услышать вовремя. А вот мы стараемся как раз, чтобы это слово «правда» донеслось до людей вовремя, своевременно, чтобы предупредить людей и направить на правильный путь. Так, следующий прямо поток контента от Романа Самарева. Первое. В этом году особенно проявился тренд на изоляцию России от мира, включая самоотключение от интернета. Одной из проблем позднего СССР была полуправда. Сложно найти откровенную ложь, которую бы официально подавали гражданам, но и не договаривали очень много, и не было негатива, самолеты не падали, не было аварий. В нынешней России мы часто слышим не полуправду, а откровенную ложь с различных официальных уровней. И про блокировки, и про инфляцию, про состояние экономики. Не кажется ли вам, что эти попытки изолировать граждан от информации приведут ровно к тому же, что произошло в позднем Советском Союзе? Люди просто начнут верить любому источнику альтернативной информации вместо официальных каналов, любой пропаганде, любой лжи, но полученной снаружи. И это опять приведет к развалу страны. На какую страну работают люди, принимающие такие решения? Ну, во-первых, я очень не согласен, что в конце Советского Союза ограничивали доступ к информации. Наоборот, в конце Советского Союза формировали определенное общественное мнение и не просто не ограничивали, а давали даже ту информацию, которая не соответствовала действительности. Цель власть придержащих в те времена части власти, истеблишмента советской номенклатуры было развал Советского Союза, перехват управления и, соответственно, формирование новой политического строя капиталистического, чтобы потом монетизировать свое господствующее положение, те возможности, которые открывались при развале Союза Советских Социалистических Республик. Поэтому в конце советской власти целенаправленно, ответственно, заявляю, целенаправленно с самого верха шла информационная работа по демонтажу советской власти. В данном случае сейчас я вижу процессы иные чуть-чуть.
То, что сейчас власти пытаются ограничивать информацию, они пытаются в какой-то степени защититься от той негативной информации, которая может в том числе подтачивать их режим. Но я с вами согласен вот в чем. Сейчас в этот цифровой век, вообще в век глобальной информации, любые попытки каким-то образом ограничить доступ информации у людей, он приведет к обратному эффекту. И любые вещи, связанные с репрессиями по отношению к информационным каким-то там каналам или каким-то информационной тематике, к информационной тематике, приведут к обратному результату. Вопрос в том, что тактически они решают свою задачу. Они не думают большим стратегическим взглядом. Они смотрят на сегодняшнюю ситуацию, они понимают, что сейчас условно им плохо, любая информация может так или иначе взбудоражить какое-то общество, какие-то поднять вопросы неудобные для них, им придется отвечать на эти вопросы, поэтому давайте тактически мы сейчас все попытаемся взять под свой абсолютный контроль. Вот. И тактически им это удается, но стратегически в долгую, как бы сказать, у них ничего не выйдет. Вот. Но тактически они решают свои тактические сиюсекундные задачи. Следующий вопрос тоже продолжает тему, значит, информационной политики. Нынешние требования по блокировкам сайтов. Кстати, извиняюсь, Компартия принципиально выступает против всех этих блокировок. Посмотрите, в открытых источниках мы выступаем. Мы не будем создавать позитивный образ. Это небезопасно с точки зрения нынешней информационно-политической ситуации. Потому что, в том числе, как Роман Самарев пишет, нынешние требования по блокировкам сайтов выглядят как межведомственные разборки, а требования по маркировке книг Толстого, Пушкина, Достоевского и прочих потенциальных террористов и экстремистов выглядят как грубые попытки обложить всех поборами на маркировку, наклейки, этикетки, которые выпускаются исключительно правильными фирмочками. Несмотря на всю официальную риторику о заботе населения, выглядит все это как распил денег за счет граждан. Как вы думаете, должно ли быть в России ведомство, которое реально занимается контролем информации и смыслов, доносимых гражданам, и кто этим должен заниматься? Кто должны быть эти эксперты? И как они это смогут делать? Ну, во-первых, одно другому не мешает. Можно и запрещать, и зарабатывать на этом, как это бывает очень часто. Соответственно, я не вижу здесь противоречия, что либо зарабатываешь, либо, так скажем, межведомственные какие-то разборки. Вот, то есть, да, зарабатывают, но тут не в этом самый главный вопрос. Я против любого ведомства, которое бы отвечало бы там, за какую-то, как это называется, как сказал коллега, за контроль над информацией, кто это должен быть. Такого ведомства не должно быть. Я считаю, я доверяю нашим людям, я считаю, что нормально образованный человек разберется с той информацией, которую получает. То есть, в принципе, есть закон, который позволяет отсекать ту информацию, которая является, так скажем, ну, там, экстремистской и так далее. Ну, есть такой закон там, в религиозной сфере, в политической сфере и так далее. Есть у нас закон, который не позволяет влияние международное, иностранное на наши средства массовой информации. То есть, грубо говоря, СМИ, которые доносят информацию, сейчас маркируются там, как иностранный агент и так далее. И человек любой может это посмотреть. Но в целом я считаю, что любой наш гражданин должен иметь возможность получать информацию из разных источников, чтобы делать правильные выводы. Потому что однобокая информация, она всегда приводит к искривлению сознания и к искривлению реальности. То есть мы можем получать информацию из одних источников, неправильно делать выводы, и после этого эти выводы могут приводиться к неправильным действиям. Соответственно, если я получаю информацию из нескольких источников, я анализирую ее, и после этого люди не бараны, они делают правильные выводы. Вот и все. Кстати, я могу сказать со всей ответственностью, что, например, в высших эшелонах власти информация получается из разных источников. То есть там также смотрят и YouTube, и всяких там беглых наших инагентов и прочих, и в спецслужбах, и в Совете Федерации интернет работает, и имеется доступ там для всех, в том числе и запрещенный какой-нибудь, для запрещенного контента, потому что они понимают прекрасно, что для них, чтобы что-то действовать, надо получать разную информацию. А для общества как бы все это закрыто. Считается, что обществу не доверяют. Это все от недоверия.
Но я считаю, что обществу надо доверять, даже если общество ошибается в какой-то степени, она может всегда исправить эту ошибку через нормальные, демократические, прозрачные, свободные выборы. Продолжаем. В этом году, пишет Роман Самарев, в подмосковных мытищах, везде, где только удалось, нарисовали платные парковки. Сейчас они стоят пустые, кроме мест для инвалидов. Почти уверен, что есть фирмочки, которые получают деньги только за то, что им поручено следить за оплатой, быть посредниками в передаче денег от граждан в казну и дополнительно получать проценты с оплаты. Совершенно не исключаю, что фиксированные выплаты этим фирмочкам из бюджета превышают доходы бюджета от платежей граждан. Не считаете ли вы, что муниципалитетам вместе с правом на введение платы за стоянки или проезд необходимо законодательно ввести обязанность отчитываться за полученные доходы? И в случае, если бюджетные расходы на содержание этих платных зон выше доходов, сажать глав администрации за растрату, чтобы не было соблазна разводить карманные фирмочки, живущих на бюджете. Смотрите, чтобы долго не отвечать на этот вопрос, я вообще считаю, что принципы организации парковочного пространства должны быть пересмотрены. То есть почему эти парковки вводятся платные? Не только потому, чтобы с этого зарабатывать, хотя там очень серьезные деньги приносятся. И, кстати, не муниципалитет, а на более высокий уровень. И, кстати, муниципалитет, он не выходит с инициативы. Те же самые муниципальные депутаты, которые голосуют за платные парковки, они это выполняют по указанию сверху. То есть, если бы, например, им бы сказали бы, сделай как хочешь, я уверен, что большинство даже ядросовских депутатов проголосовало бы против, потому что им там жить, и они понимают, что это, как бы сказать, безумие, делать по тотальной платной парковке. Просто сверху из мэрии там, или из того или иного города приходит указание, что нам нужно сделать. И, соответственно, эти вот кивалы из «Единой России» говорят, есть и делают. Поэтому надо пересмотреть вообще принципы, потому что у нас принцип, я ни для кого не секрет не открою, а может открою, что вот эти все концепции развития городов, которые сейчас в Москве, например, продвигаются и в других, они уже до нас были опробованы на тех или иных мегаполисах. То есть, например, там есть такие, ну, условно, интеллектуальные центры, в том числе на Западе и на Востоке, которые продумывают вообще всю концепцию развития города. И есть разные направления развития. Например, есть сингапурские стратегии развития, где автомобили считаются это не просто средством передвижения роскошью, и все делается через законодательную и иную там, налоговую базу, чтобы, грубо говоря, там, в Сингапуре, так как там мало людей, было единица на десятки, сотни людей, которые могли бы позволить себе автомобиль. Соответственно, в данном случае в Москве взяли на сценарий такой же стратегию развития сингапурскую, где постепенно, мягко, а где-то и не очень мягко будут продвигаться такие, так скажем, законодательные инициативы, такие заградительные и запрещающие штрафы, платная парковка сама в принципе для того, чтобы человек отказывался от автомобиля, чтобы автомобиль стал роскошью или привилегией для маленького круга людей, сверхбогатых, которые могут себе позволить. И вот эти вот платные парковки, они в том числе вводятся для того, чтобы люди избавлялись от автомобильного транспорта. Потому что с точки зрения наших вот градостроителей автомобильный транспорт, он, как бы сказать, не нужен, потому что у нас сейчас, видите, как бурно развивается вот этот вот общественный транспорт. Это не случайность, это концепция общая, где там, условно, плата, цены на парковку, зоны парковки и так далее. Все это кусочки одной большой-большой стратегии. Поэтому надо пересматривать эту стратегию. Я считаю, что машина и автомобиль — это не роскошь, это необходимость, особенно в больших городах, особенно если мы хотим поднимать демографическую политику. И, соответственно, да, где-то возможны платные парковки как некий такой сдерживающий фактор, чтобы там вообще коллапса не было. Но в целом такое количество платных парковок, цены на эти платных парковок, такое количество штрафов, оно не нужно, оно избыточно и несет в себе очень серьезную социальную отрицательную нагрузку. И вот уточняющий вопрос. Как думаете, стоит ли навсегда запретить взимание платы за стоянку автомобилей, проезд по трассам, построенным на бюджетные деньги? Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации, социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. По факту же платные парковки и платные дороги
являются инструментом дискриминации. Если в части дорог сейчас есть хотя бы законодательные требования наличия альтернатив, то парковки могут платными быть абсолютно все. Итак, Ну, конечно, я против дискриминации, я против того, чтобы, так скажем, человек, который малоимущий или который не может заплатить, не имел бы возможность бесплатно припарковаться. Причем я скажу еще раз, говорю, тут надо принципы менять. То есть я вижу, например, в центре Москвы, том же самом, что те места, где могли бы быть парковки, они уничтожаются. То есть там делаются знаки специально, что парковка запрещена, стоянка запрещена и так далее. То есть все делается для того, чтобы уменьшить количество вообще машин. Это запрещающая норма. И в этом отношении надо пересматривать. Надо смотреть, подходить к концепции развития города по другой линии. То есть, например, в советское время была, когда автомобили стали довольно-таки распространены в больших городах, то тогда была продумана программа так называемых гаражей, когда выводили, и чтобы не оставляли гаражи, вернее, не оставляли во дворах много машин, то были как раз придуманы гаражные кооперативы, где мог человек, советский человек, хранить свои автомобили, соответственно, под охраной и вдали от дворов. Сейчас же я вижу через концепцию, например, уничтожения этих гаражей, как раз наоборот, людей вынуждают продавать эти машины, потому что, вот, кстати, в Центральном административном округе не так давно меня пригласили граждане. Мне позвонили, написали, сказали, приезжайте, тут у нас какая-то беда, проблемы и так далее и тому подобное. Мы с одним нашим товарищем, с Воронковым, коммунистом, муниципальным местным депутатом, поехали на встречу с гражданами. Там была сразу же встреча, моментально за полсуток, человек 100 пришло, и начали общаться. Что происходит? Я просто расскажу. В ЦАО, в Центральный административный округ, Хамовники, там недалеко, соответственно, прямо напротив МИДа, там есть квартал такой, где очень непростые люди живут. Бывшие МИДовские работники, такие богатые, центр Москвы и так далее. Вот там у них в течение нескольких ночей стали ставить под покровом ночи по всему вот этому кварталу, внутри домовой территории, где вот есть там дома, стали ставить знаки. Остановка запрещена. И парковка запрещена. Хотя у них там есть шлагбаумы. И, соответственно, их повесили все знаки повесили, закрыли пока черными пакетами. Пришли там к главе муниципалитета, начали спрашивать, что это такое, никто не знает, что это, зачем и так далее. Я к тому, что просто, судя по тому, мы там провели большой сход, подключили наших депутатов Госдумы, там, скажем, сейчас работаем в этом направлении, там Воронков хорошо действует. Так вот, выясняется, как нам кажется, что они хотят в определенный момент, особенно после выборов, поставить вот эти вот внутри квартала, все эти, вернее, уже поставленные, открыть все вот эти вот знаки, и дальше тогда нахождение автомобилей внутри этого квартала будет незаконно. То есть, грубо говоря, может приехать какой-нибудь эвакуатор, эвакуировать машину, могут прийти вот эти вот с паркоматами, которые снимают штрафы, получить, и, соответственно, а куда девать машины, никто не сказал. Почему? Даже, судя по всему, так как там придомовая территория, она, не отмежована так, как нужно, она, как правило, по подошве дома, что вполне возможно, что следующим этапом будет демонтаж вот этих вот шлагбаумов как незаконных, чтобы, грубо говоря, внутри квартала могли ездить, там, кому надо ездить, но ставить машины некуда, потому что ни подземных парковок, ни парковок на внешнем контуре этого квартала не существует. То есть, грубо говоря, люди с детьми, инвалиды и так далее в определенный момент либо им поставят какие-то цены, скажут, это стоит столько-то, 1 000 000 рублей условно, как в Сингапуре, либо, так скажем, нас ничего не волнует, от машин избавляетесь. И, соответственно, да, потом Собянин или кто там скажет, вот смотрите, какой у нас центр, без пробок, центр едет, машин нет, все хорошо, можно гулять, дышать воздухом чисто и так далее и тому подобное. Только проблема в том, что как к людям, причем эти проблемы уже начались в нескольких точках Москвы. Мы оттуда тоже сигналы получаем. Вот это вот проблема. Но мы говорим, что нужно людям объединяться, что если власти пошли в атаку на ваши права, нужно действовать в рамках какой-то определенной коллективной защиты. Вот по парковкам так. А Москва — это золотой город, понятно, и они хотят как раз ввести, уже проводят дискриминационную политику в Москве.
где Москва должна быть для богатых, центр должен быть для сверхбогатых. Если ты не справляешься с тем престижем жизни в Москве, уезжай на окраине, продавай свою машину, сиди, как бы сказать, в своем человенике и не вякай. Скажи спасибо, что что идешь в новую поликлинику, и там можешь кофе купить и красивых стенах посидеть. Я могу предположить, что, учитывая тот контингент жителей, который ты описал, они долгие годы как раз с тобой же и спорили, когда ты говорил, Абсолютно что капитализм верно. это деградация, капитализм убивает. Он говорит, да какой стабильность, все хорошо, Абсолютно верно. прекрасно все. Абсолютно верно. И вот теперь вот это не моментальная карма, Да отложенная это не карма, просто, грубо говоря, у капитализма есть определенные законы, по которым он развивается. И, соответственно, когда кормовая база уменьшается, когда, так скажем, слабый ослабеет, то сильный всегда его пожирает. И, соответственно, просто когда мы, например, там еще 10 лет назад, 15 лет назад, ну или там 10 лет назад начинали кампанию против платных парковок в Москве, многие жители ЦАО говорили, да вы чего, нам это будет хорошо. Потому что как только мы закроем дворы, вы лишние туда не будут приезжать. Мы говорили, все равно к вам придут рано или поздно. Придут. Потому что просто такие законы жизни, такие уже законы жанра. Даже если вы богатые люди, все равно есть более сверхбогатые, которые скажут, а что ты мало платишь, и будут выжимать до каждой копейки. А вот сейчас я вот своими глазами видел сотни этих по кварталу. Сотни у каждого дома стоит вот это запрещено, парковка запрещена, остановка запрещена. Ну и куда? И машины стоят. И куда эти потом машины? Я понимаю, ладно, там какой-нибудь новый ЖК, где там условно какой-нибудь застройщик построил какой-то котлован с подземной парковкой, ему надо продать эту подземную парковку, он втридорого цену, как бы сказать, лупит, но вокруг типа нельзя парковаться. Потому что там можно хотя бы эти машины перераспределить в сторону подземной парковки. А здесь нету никаких подземных парковок, нет возможности. То есть человек, я вижу, там, например, пенсионер МИДа, мидовский пенсионер, который честно отработал, живет в хорошем доме, прямо напротив МИДа, ушел на пенсию, у него там какая-то иномарочка не самая современная, но она стоит в доме и около дома, и у него там внучка, которая надо в детский сад, и тут еще. И вот он говорит, а что мне делать? Вот что мне реально делать? Вот сейчас, если, например, остановка запрещена, мне один штраф дадут, потом приедет эвакуатор, и вообще как мне потом жить? Я уже пенсионер, на метро мне тяжело ездить, но вообще надо с внучкой, с маленькой, там, на машине здесь не так далеко. Да и в магазин, говорит, как я поеду в магазин, у нас там есть рядом напротив МИДа, там азбука вкуса, которая, сверхдорогая, туда не заходишь. Мы, говорит, выезжаем, там, условно, там, из центра для того, чтобы в каком-то там торговом центре закупиться подешевле. Это безумие, но это не безумие, это логика капитала, крупного капитала, в которых интересы которого они всегда строятся только в собственных, так скажем, в собственных интересах они действуют. При капитализме богатые тоже плачут, бывает. И последний вопрос от Романа Самарева. Ранее я пытался, он пишет, поднять обсуждение вопросов, связанных с негативным влиянием 149 ФЗ на IT-отрасль. Понимаю, что сходу на такие вопросы не отвечают, и тот, кому их задают, должен знать контекст. Стоит ли пытаться писать подобный вопрос, или все то, что требует смотреть документы, не соответствует формату передачи совсем? Я как понял, это вы мне уже писали, и, соответственно, мы с вами в контакте, в диалоге. Я абсолютно согласен с вашей позицией о том, что нынешняя система убивает не просто IT, а вообще перспективы. Поэтому, конечно, мне было очень интересно, если это вы, конечно, прочитать вашу эту аналитическую статью про эту отрасль. И, соответственно, я ее разослал очень многим знакомым, в том числе в IT-сектор, в коммерческий сектор и так далее, и в гос. И очень интересно. Так что пишите любой документ, например, который интересен. И, я скажу так, имеет смысл, потому что очень часто, извините, мне пишут какие-то люди, которые, либо графоманы, либо сумасшедшие, такие тоже бывают. Пишут, смотрите, моя концепция спасения мира. Начинаешь читать, думаешь, господи, боже мой, так это же вообще вы Библию пересказываете, да, только с какой-то новой и так далее. Поэтому, если нормальные, адекватные документы, да, или какие-то записки аналитические, пишите, с удовольствием прочту. Если надо, какие-то вещи даже могу через свой телеграм-канал озвучивать и, соответственно, популяризировать. Ну что же, прекрасно. Работа приносит свои результаты.
по всем параметрам. Благодарим подписчиков телеграм-канала «Радио Аврора», всех наших зрителей и слушателей за вопросы, за ваше внимание, за то, что вы с нами. Будем продолжать совместную работу. Благодарю Георгия Федорова за участие в нашей программе. Георгий Федоров, лидер движения «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Подписывайтесь, член КПРФ. Благодарим. Да, друзья. И программу вел политический обозреватель Федор Бирюков, телеграм-канал «Диспетчер». Тоже подписывайтесь. Кстати, здесь на картинке очень интересная вещь. Это вот памятник Мухина, это моя родина, Останкино. Потому что не случайно он здесь появился. Да. Все имеет смысл. И вот Георгий Федоров, но до Останкино гроза. Как настоящий народный политик, он понимает вот эти тонкие смыслы. И, надеюсь, и вы понимаете нас, и вместе мы будем создавать все новые и новые смыслы, которые будут преображать нашу жизнь в лучшую сторону, делать нашу жизнь здоровее, свободнее, увереннее. И, по сути дела, мы все стремимся к светлому, по-настоящему светлому будущему. Какие бы темные облака ни были бы на этой заставке вокруг нас. Какие темные личности не были. Будет новый день, До свидания, товарищи. Да. Мир вам. Кстати, я хочу вас похвалить.